Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых загадочных и волнующих тем, которые будоражат умы людей на протяжении веков. Настоящие русалки, которых, как утверждают, видели по всему миру. Это не просто сказки или выдумки. Мы поговорим о реальных свидетельствах, исторических фактах, научных гипотезах и даже о том, что скрывается за этими таинственными историями. Готовы? Тогда давайте начнем это увлекательное путешествие в мир легенд, который, возможно, не так далек от реальности, как кажется. Представьте себе, вы стоите на берегу моря, волны тихо плещутся о камни, и вдруг из воды появляется фигура. Наполовину человек, наполовину рыба. Глаза яркие, волосы струятся, как водоросли, а вместо ног – мерцающий чешуйчатый хвост. Звучит как сцена из фильма, правда? Но такие описания встречаются не только в сказках Ганса Христиана Андерсена или голливудских блокбастерах. Люди по всему миру, от древних мореплавателей до современных рыбаков, клянутся, что видели подобных существ. Так что же это? Массовые галлюцинации, мифы, рожденные фантазией, или что-то большее? Начнем с истории. Первые упоминания о русалках или подобных им существах уходят корнями в глубокую древность. В Месопотамии более 5000 лет назад существовал миф о боге Оаносе, получеловеке-полурыбе, который выходил из вод Персидского залива, чтобы учить людей земледелию и письму. Это не совсем русалка в нашем привычном понимании, но уже тогда образ водного гуманоида прочно вошел в культуру. В Древней Греции мы встречаем сирен, прекрасных дев с чарующими голосами, которые заманивали моряков на смерть. Позже их образ эволюционировал, и в средневековых текстах они уже появляются с рыбьими хвостами. А что насчет славян? У нас русалки – это чаще всего духи утопленниц, обитающие у рек и озер, с длинными волосами и бледной кожей. Они не всегда добрые, в фольклоре их обвиняют в том, что они утаскивают людей под воду. Но вот что интересно, несмотря на различия в деталях, образ русалки универсален. От Японии с ее каппами и нингё до африканских легенд о маме Вата, везде есть истории о водных существах, похожих на людей. Почему? Неужели это просто совпадение? Теперь давайте перенесемся в эпоху великих географических открытий. Знаменитый Христофор Колумб в 1493 году, проплывая у берегов современной Доминиканской республики, записал в своем дневнике, что видел 3 русалок. Правда, он отметил, что они были не такими красивыми, как их описывают, а скорее мужеподобными. Что это могло быть? Историки и биологи предполагают, что Колумб столкнулся с ламантинами или дюгонями, морскими млекопитающими с округлыми телами и плавниками, которые издали, в дымке или при плохом освещении, действительно могли напоминать человеческие фигуры. Но вот вопрос. Неужели опытный мореплаватель, который провел годы в море, мог так легко ошибиться? Или он увидел что-то другое, что не укладывается в рамки привычных объяснений? Двигаемся дальше. В 17-18 веках в Европе начался настоящий бум русалочьих находок. Моряки привозили из дальних плаваний мумифицированные тела якобы русалок, которые выставлялись в кабинетах редкостей, прообразах современных музеев. Один из самых известных примеров – так называемая фиджийская русалка, которую в XIX веке показывал публике знаменитый шоумен Финеас Тейлор Барнум. Это была странная фигура. Верхняя часть напоминала обезьяну, а нижняя – рыбу. Позже ученые выяснили, что это подделка, сшитая из частей животных, но в то время тысячи людей верили, что перед ними настоящая русалка. В Японии, например, до сих пор хранятся мумии нингё – существ с человеческими лицами и рыбьими телами. В 2022 году ученые из университета Курасики провели анализ одной такой мумии из храма Эндзюин. Результаты показали, что она сделана из бумаги, хлопка и гипса, но датируется не 18 веком, как считалось, а концом 19-го. Это подделка, но очень искусная. И все же местные жители до сих пор верят, что нингё существуют, а их плоть дарует бессмертие. Легенда гласит, что одна женщина случайно съела мясо нингё и прожила 800 лет. Миф? Возможно. Но почему такие истории повторяются снова и снова? А теперь давайте поговорим о современных свидетельствах. В 2009 году у берегов Израиля в городе Кирьят-Ям десятки людей утверждали, что видели русалку.
По их словам, она появлялась на закате, делала сальто в воде и исчезала. Местные власти даже объявили награду в $1 миллион за доказательство ее существования, но никто так и не предоставил четких фото или видео. В 2017 году в Папуа, Новой Гвинее, рыбаки нашли на берегу странные останки. Тело с человеческими чертами и хвостом. Биологи позже заявили, что это, скорее всего, разложившийся дюгонь, но фотографии до сих пор вызывают споры в интернете. А в 2021 году в Южной Африке туристы сняли на видео нечто, плывущее в воде у побережья Кейптауна. На кадрах видна фигура, которая то ли человек, то ли что-то иное. Эксперты сказали, что это могла быть большая рыба или игра света, но очевидцы настаивают. Это была русалка. Так что же мы имеем? Скептики скажут, все эти истории – либо ошибки восприятия, либо сознательные выдумки. Ламантины, дюгони, морские коровы – вот главные виновники русалочьих легенд. Добавьте к этому усталость моряков, миражные эффекты над водой и человеческую склонность видеть знакомые образы в хаотичных формах. И вот вам объяснение. Но давайте подумаем глубже. Если это только иллюзии, почему свидетельства так похожи? Почему люди, разделенные тысячами километров и веками, описывают одно и то же? Существо с человеческим торсом и рыбьим хвостом. Может ли за этим стоять что-то большее, чем просто фантазия? Есть еще одна любопытная гипотеза – медицинская. Существует редкое врожденное заболевание, называемое сиреномелией или синдромом русалки. У детей с этой аномалией ноги срастаются в единый хвост, а внутренние органы часто недоразвиты. Такие случаи крайне редки. Примерно 1 на 100 тысяч новорожденных, и большинство таких детей умирают вскоре после рождения. Но в прошлом, когда медицина была примитивной, рождение ребенка с сиреномелией могло породить слухи о русалках. В XVIII-XIX веках тела таких младенцев иногда консервировали и показывали на ярмарках как диковинки. Может быть, именно это подпитывало веру в водных существ. Однако сиреномелия не объясняет свидетельства о живых русалках, плавающих в море. А что если русалки – это не миф и не ошибка, а нечто реальное, но забытое? Некоторые исследователи, вроде тех, кто работал над фильмом Animal Planet «Русалки», тело найдено в 2012 году. Предполагают, что русалки могли быть эволюционной ветвью, вроде параллельных нам приматов, адаптированных к жизни в воде. Эта теория, конечно, спекулятивна и не признана научным сообществом, но она заставляет задуматься. Океаны Земли исследованы всего на 5%. Это официальная статистика. Мы до сих пор находим новые виды рыб, кальмаров, даже млекопитающих. Почему бы не допустить, что где-то в глубинах скрывается разумное существо, которое мы зовем русалкой? Ведь дельфины и киты тоже долгое время оставались загадкой для науки. Давайте порассуждаем. Если русалки существуют, почему мы не видим их чаще? Может, они избегают людей, как это делают некоторые глубоководные виды? Или их популяция так мала, что встречи – редкость? А может, они маскируются, как утверждают некоторые мифы, где русалки выходят на сушу, сбрасывая хвост? В славянских преданиях, кстати, есть истории о русалках, которые живут среди людей, притворяясь обычными женщинами. Их выдают только яркие глаза или странная привязанность к воде. Звучит как фантастика, но такие детали заставляют задуматься. Что, если это отголоски реальных встреч? Под конец хочу поделиться одной малоизвестной историей. В 1830 году в Шотландии, на острове Бенбекюла, местные жители нашли тело русалки, выброшенное на берег. По их описанию, это было существо ростом около 1 метра, с человеческим лицом, длинными волосами и хвостом. Они даже похоронили его по христианскому обряду, а могила сохранялась до начала 20 века, пока не была утрачена из-за эрозии берега. Ученые считают, что это мог быть тюлень или морской котик, но местные до сих пор верят, что это была настоящая русалка. И таких случаев десятки, если не сотни, разбросанных по всему миру. Так что же в итоге? Русалки – это плод воображения, подкрепленный ошибками и подделками? Или за этими историями скрывается нечто, чего мы еще не понимаем? Я не дам вам однозначного ответа, решайте сами. Но одно точно – эта тайна продолжает жить, вдохновлять и волновать нас. Может, в следующий раз, стоя у воды, вы сами заметите что-то странное в волнах. И кто знает, вдруг это будет ваша собственная встреча с русалкой. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это погружение в мир загадок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях. Верите ли вы в русалок
И сталкивались ли с чем-то необъяснимым у воды? До новых встреч, друзья! И пусть ваши приключения будут такими же удивительными, как эта история.